Всем привет! Начинка и украшение этого тортика из крема, который имеет название зефир. И в своем ролике я показываю, как я готовлю этот крем-зефир. А рецепт у меня из учебного пособия Бутейкиса «Приготовление мучных кондитерских изделий» 1965 года с моей очень небольшой корректировкой. В мисочку откладываю 4 грамма агар-агара. Агар-агар заливаю холодной водой в объеме 50 мл. Все перемешиваю и оставлю для набухания от 30 минут до 3 часов. Зависит от того, каким временем вы располагаете. Для сиропа мне понадобится 256 грамм яблочного повидла. Рецепт яблочного повидла для крема зефир я недавно выкладывала на канале. Ссылку оставлю в описании к этому видео. Добавляем к повидлу 128 грамм сахара. Добавляем смесь агар-агара и воды. Агар-агар набухал в воде у меня примерно 1 час. Отправляем ковшик на плиту на средний огонь. Все хорошо перемешиваем. Вот такая однородная масса у нас получилась. Будем ее уваривать до температуры 105 градусов по Цельсию. Одновременно выкладываем белки в дежу миксера. Здесь у меня белки от 4 яиц. Вес белков я подкорректировала, чтобы получилось ровно 128 грамм. Миксер у меня 10-скоростной, я включаю его на 8 скорость. Я установила градусник на ковшик. Сироп нужно постоянно перемешивать. Если не перемешивать, он очень быстро начнет пригорать ко дну кастрюли. Сироп я уварила до тонкой ниточки. Градусник у меня показал 105 градусов по Цельсию. Белки взбились в крепкую пену. И далее, не прекращая взбивания яичных белков, тонкой струйкой буду вливать сироп в белки. Вливать нужно аккуратно, стараться не попадать на венчик, иначе сироп будет разбрызгиваться по стенкам дежи. К сожалению, дежа у меня не широкая, и мне не удается не попадать на венчик, поэтому сироп мой разбрызгивается по стенкам дежи, но я не вижу в этом ничего страшного. На качество крема это никак не повлияет. После добавления сиропа в яичные белки, времени у меня на это ушло минуты 2, продолжаю взбивать яичные белки еще минут 5-10. Вот такой получился крем. Пышный, воздушный, устойчивый. К сожалению, этот крем не без недостатка. Впрочем, как и все кремы. Этот крем для украшения нужно использовать сразу после приготовления в теплом виде, так как, охлаждаясь, он превращается в студнеобразную массу. Поэтому сейчас, пока крем теплый, я буду очень быстро собирать торт. Заранее для торта я приготовила вот такой вот небольшой бисквит. Он невысокий, диаметр у него 20 сантиметров. Бисквит я укладываю в кольцо, подгоняю под бисквит кольцо как можно туже. Это у меня будет основание торта. Выкладываю сверху крем-зефир. Можно выкладывать крем частями, каждую часть разравнивать, затем выкладывать следующую часть. Но мне хочется эту процедуру провести быстрее, потому что потом мне еще нужно будет сделать подсолнышки для торта. Поэтому я выкладываю сразу всю необходимую часть крема на бисквит. Это примерно 2/3 части от всего объема крема. Затем я аккуратно выравниваю поверхность крема. Сверху крем покрываю пищевой пленкой в стык и оставляю так минут на 30 на рабочем столе. В холодильник помещать не нужно. И теперь мне нужно сделать очень быстро, пока крем не остыл, подсолнышки для торта. И затем мне нужно будет очень аккуратно освободить торт
от формы и украсить его, исходя из своей фантазии. Ну а это уже окончательный результат. У меня остался крем в мешочках. Я не стала его перемешивать, чтобы не травмировать, а решила сделать вот такую вот разноцветную корзиночку на основании тортика. Результат мне понравился. Ну а еще больше мне понравился сам тортик. Очень-очень вкусный. Крем бесподобный. Мой сын сказал, что этот крем лучший из всех кремов, что я делаю.